Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я хочу показать, как сделать вот такую вкладку на обтянутый органзой шар. Такие вкладки можно делать и на бархатных шарах, но мне нравится именно вот такая нежность, прозрачность и воздушность. Для сегодняшней работы мне, конечно же, понадобится сам шар. Как его обтягивать, есть на канале, одно из последних видео. Множество иголочек, так как нам придется все размечать. Небольшой отрезок красивой ткани, который я хочу как бы внедрить в середину. Мне понадобится для обработки лента с петельками. Ну и затем буду использовать стразовую цепь, чтобы обработать боковинки. И, конечно, клей. Здесь у меня универсальный клей Уху. Но вы можете использовать, который у вас есть. Обязательно бесцветный. И начинаем работу с того, что нам надо сделать разметку. Это очень важно, так как мы будем по ней ориентироваться. И первую разметку я как бы делаю именно вот где у меня будет подклеена лента, где обычно идет склеивание шара. Я достаточно вот так часто иголочки ставлю, чтобы мне было удобнее затем как бы просматривать все и работать. И так как у меня идет на 1/4 декор, то мне надо разделить еще на 2 части. Как бы одну середину на 2 части. Так, сейчас подколю иголочки, а затем сравню, все ли у меня одинаково. Вот таким образом. Получается, у меня разделена одна часть на 2 части. Эту часть я не трогаю, она мне не нужна пока что. Теперь, когда мы разделили, вот эту часть можно снять. Ну, вот до сюда иголочки оставлю, чтобы они просто нам не мешали. Теперь я беру свою красивую ткань. Ткань получила от Виктории. Это фатин с блестками. И вот вы видите, у меня рисунок уходит на одну сторону. Одна девушка сказала, что криво. Нет, это вот так уходит именно ткань, сама рисунок. Ну, я буду располагать, ну, как бы, чтобы, ну, пускай так уходит. Ничего страшного. И первым делом я подклеиваю, не подклеиваю, а заколю вот здесь. Именно заколю. Вот, закрепила. Затем беру следующую иголку. И вот я ориентируюсь именно на иголочки. Теперь натягиваю ткань к верхушке. Вот таким образом. И подколю вот здесь. Вот теперь уже мне более-менее ясно, сколько ткани мне надо. Вот вы видите, у меня тут чуть ли не по краю все проходит. Возьму иголочки еще сверху, вот так подклею. И только потом, когда я уже вот тут закреплю, я буду подрезать. Вот таким образом. И со второй стороны тоже вот натягиваю. Вот здесь у меня будет проходить лента, поэтому вот до сюда я все подкалываю. Это ничего, если вдруг у вас там вплотную не подходит все. Я имею в виду, что тут какие-то складочки. Потом мы все это будем подрезать и будем делать как бы выточки. Наверное, вот так правильно называется. Нам главное сейчас зацепить вот здесь, чтобы отрезать нужное количество ткани. И вот вы видите, тут у меня это ничего страшного, все у нас уберется. Теперь мы берем ножницы. И я вот так вот подрезаю именно вот по иголочкам. Вот по этим иголкам. Если вы там на 1 миллиметр ошиблись, ничего страшного, потому что это еще не окончательный вариант. Вот, и здесь тоже я все подрезаю. Так, сейчас отрежу лишнее. Почему я так делаю? Чтобы быть уверенным, что вот все эти края, которые у меня вот здесь, они потом будут спрятаны под ленту с петельками, чтобы не было ничего видно, ничего нигде не торчало.
И вот сейчас также вот тут иголочки я не убираю, вот где вот эти распределения идет. Так, ну еще мне тут мешает иголочка, сейчас подрежу. Ну и вот что примерно сейчас у меня пока получается. Ой, извините. Разделительные иголочки я оставляю, а вот эти иголки, которыми я закрепила ткань, я до середины сниму, потому что сейчас буду подклеивать. Вот я придерживаю, вы видите, пальчиком и буду наносить клей под вот эти блестки. Не на саму вот эту ткань, чтобы у меня там все было видно, а только под блестки. Очень хорошо хватается и все держится. Здесь я до конца, как бы до края, сверху я уверена, что я там подрезала, я нанесла клей. Так, вот так. Теперь можно закрепить. А вот боковинки я как бы клей не наношу пока что. Теперь перехожу на нижнюю часть. Так, вот у меня тут. И теперь могу нанести клей. Так, сейчас вот. Середина очень хорошо подклеивается. Наношу клей. На края не наношу пока что. И подклеиваю. И даю закрепиться немного, чтобы продолжить работу. И когда у меня немного закрепилось, вот как я уже говорила, вот эти я не снимаю иголочки, где у меня все размещено, показывается, где мне подрезать. И вот сейчас ровно по иголочкам я беру и подрезаю. Именно по иголочкам. То, что у нас немножко все тут пузырится, ничего страшного, потому что мы будем с вами делать складочки. Так, теперь я вижу, что вот здесь у меня снизу, вот здесь, например, у меня видно, буду ориентироваться по склейке. Вторую часть пока не снимаю. Так, вот у меня могу еще чуть-чуть, буквально миллиметр подрезать. Так, лишнее убираем. И вот здесь у меня пузырится. Что я делаю? Вот я беру и делаю как бы надрез. Вот таким образом. Сейчас я вот эту часть подклею, вот она ровно ложится, а эту часть как бы наверх, вот таким образом. И ничего у меня пузыриться не будет, и все будет ровненько. Я под низ наношу клей. Именно под блестки. Закреплю чуть-чуть, чтобы это все подклеивалось. Вот если здесь тоже пузырится, подрезаем чуть-чуть. Выравниваем вот по этой линии, где склейка. Подклеиваю верхнюю часть. Теперь подгоняю вот эту часть. Вот она у меня. Чуть-чуть ее вот так в бок. Вот видите, как все ровненько ложится. И теперь вот эту часть. И посмотрите, как все ровно. Вот у меня место склейки шаров. И вот сверху, вот здесь сбоку будет лента. Вот затем мы ее вот так поклеим. И ничего видно не будет. У нас все ровненько. И также поступаем со второй стороны. Так, здесь у меня подклеилось. Вот я вымеряю. Здесь мне чуть-чуть подрезать.
Вот здесь, так как у меня мало блесточек, я затем подклею. Поэтому там совсем мало блесток. Я вот этот отрезок могу вообще отрезать. И вот здесь мы с вами будем делать складочку. Вот я отрезала. Вот увидите, вот этот кусок. Вот тут тоже пузырится чуть-чуть. Можно, конечно, это вот так все сложить, но я предпочитаю сделать все ровненько. Так, вот теперь я подклеиваю. Вот здесь кусочек у меня остался. Работа, конечно, кропотливая, но зато у вас получится красота. Так, что у меня здесь? Вот здесь подклеиваю нижнюю часть. Так, могу иголочку уже убрать. Так, вот эту часть подклеиваю. И затем уже буду подклеивать то, что я подрезала, чтобы сделать вот эти складочки. И затем на пустые места, вот как у нас вот тут будут пустые места, я добавлю, у меня вот тут остаются всякие кусочки, ничего не выкидываем, все нам пригодится. Наношу клей. Можно чуть-чуть подрезать, если вам кажется, что вот эта сеточка слишком видна. Она у меня полупрозрачная, поэтому как бы мне, вот, вы видите, все ровненько ложится. Тот шар я делала, у меня как бы получалось, что мне не надо было ничего добавлять сбоку. Ну, а тут, так как такая сеточка редкая, то вот вы видите, как все идеально легло. И сейчас я подберу вот еще кусочек и подклею. Вот таким образом. И вот вы видите, я вот эти иголочки я не убирала. Так, вот кусочек. Все идеально мне тут подойдет. Наношу сначала на нижнюю часть. Вот этот кусочек мне надо заполнить. И теперь вот эту верхнюю часть доклею. И все. Можно сказать, половина работы сделана. Вот. И сейчас продолжим дальше. Теперь я беру ленту с петельками. И первую ленту я подклеиваю в месте, где у нас склеенный шар. И также буду следить за тем, чтобы вот скрыть все вот эти края. Я наношу клей. И подклеиваю. Вот у нас где тут склейка. Закрепляю. Переворачиваю шар, чтобы мне было удобно наносить клей. И наношу клей на ленту. Распределяю клей. И теперь подклеиваю на боковинку. И вся вот эта склейка у нас уйдет под ленту. Так, отмеряю нужный мне отрезок. И доклеиваю ленту по вот этой второй части. Наношу клей на всю ленту. Распределяю и проклеиваю вот таким образом. Сейчас ленту начинаю клеить вот по этому краю или с другой стороны. В принципе, работаем точно так же, как когда мы делим шар на 4 части. Просто мы с вами сделали вот эту вставочку.
Так, под 90 градусов. Вот эту ленту придерживаем и под натяжением будем подклеивать. Я, чтобы не ждать, всегда вот так иголочку креплю иголочкой, чтобы у меня никуда ничего не ушло, не сползло. И наношу клей, распределяю, придерживаю и подклеиваю, вот чтобы у нас не торчали, чтобы все края у нас были внутри. Вот таким образом. Ну и тут продолжаю подклеивать вторую часть. Как бы тут уже ничего сложного. Вот что у нас получится. И вот вы видите, здесь у меня намного больше вот этих блесточек, а здесь меньше, на ткани их меньше. Поэтому я вот вырезаю из отрезков, которые у меня остались, и просто их подклеиваю вот под рисунок. Здесь уже кому как нравится. Можно оставить так, можно добавить просто блесток. Мне хочется вот, чтобы все было одинаково, но немножко гуще, так скажем. Можно это делать сразу, можно это делать вот после того, как мы уже подклеили ленту. Как бы все вот эти маленькие кусочки я никогда не выкидываю, все храню. Я как мышка все домой тащу, все в норку. Вот, видите? И так можно добавить вот как бы в любые недостающие, где вам кажется, что мало вот этих полосочек. Вот везде можно добавить. Хотя там будет у нас декор, поэтому можно вот тут снизу, там вот в одном месте как бы мало блесточек. Сейчас я добавлю и исправлю эту ситуацию. Вот таким образом. И добавляем сколько хотим вот этих полосочек. Ну а теперь продолжаем работу как обычно. Я измеряю, сколько мне нужно звеньев, чтобы украсить верхушку. Лишнее отрезаю, и таких мне понадобится 3 штуки. Я обычно выкладываю на стол, и из отрезков, которые у меня остаются, вот я подрезаю. Так, сейчас измерим. Второй, и также подрезаем третий. Ну а теперь я продолжаю работу как обычно. Я уже много раз показывала, как я оформляю верхушку и также вот эти боковинки по ленте. Здесь у меня будет склейка, где впереди декор, там будет бантик, поэтому я вот все подклеиваю спереди. Сначала подклеиваю 2 цепочки. Раньше я их склеивала вместе. Ну, как бы вот сейчас приноровилась и делаю их вот таким образом. Немного вот так утопаю их. И затем нанесу клей сразу и вот на верхушку, и немного на стразовую цепочку, чтобы склеить между собой. Вот таким образом у нас получается красивая верхушка. Все совмещаю, утягиваю и даю закрепиться. Ну и подклеиваю цепочки. Наношу примерно 1 сантиметр клея. Укладываю цепочки, чтобы мне было удобно их хватать. И сразу приклеиваю 2 цепочки рядом. И даю им закрепиться. Ну и дальше продолжаю работу как обычно. Просто наношу клей.
и подклеиваю 2 цепочки. Ничего сложного. Стараюсь расположить цепочки посередине ленты, и у меня как бы торчат только вот эти маленькие петельки. Ленту с петельками я подобрала по цвету, и она очень красиво сочетается. И продолжаю работу. И после этого подклеиваем вторые части. Наносим клей на ленту, немного на цепочку, и также берем и подклеиваем. Если это у вас как бы другой декор, например, стразы на силиконе, то, конечно, это делается одним махом. Все подклеивается. И продолжаем работу также. Здесь отрезаем лишнее, подклеиваем и со второй стороны. И вот что в итоге у нас получилось. Конечно же, надо еще украсить верхушку, но я думаю, с этим вы уже справитесь. Много раз показывала. Здесь можно использовать или круглые стразы, или каплевидные. Мне очень нравится полученный результат. Прозрачная заготовка и вот такая вставка одна. Как вы видите, ничего нигде не торчит. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Эту раскладку я показывала, но немного в другом исполнении. Стразы чуть отличаются. Если вы хотите эту раскладку, пишите, я все равно буду украшать, поэтому завтра смогу снять. Всем хорошего вечера и до скорой встречи. Пока-пока.